Данное видео не предназначено для просмотра. Ни в коем случае не пытайтесь это повторить. Это опасно, тупо и бессмысленно. Все трюки выполнены профессиональными... каскадерами? Ну ладно, короче, я вам не советую это смотреть. В интернете столько всего интересного, а вы почему-то здесь. Спасибо большое за собранные лайки. И мы опять в джунглях, где сегодня печальные новости. В семействе петушиных раздор. Кризис отношений. Квартет распался на две пары, и они делят свои яички. К сожалению, есть маленькая проблемка. В их гнездо забралась огромная змея. Сегодня в джунглях змея в курятнике. В курятник к нашим петушкам забралась змея, и им нужно как можно скорее спасти своих птенцов от опасности. Птички разделятся на две команды и будут по очереди доставать яички одинакового цвета из гнездышка. Команда, которая спасла больше яичек, побеждает. А одному из петушков проигравшей команды придется поцеловать злую змею и тем самым сделать ее добрее. Красивая какая, а? Ну что ж, петушки, время определить, кто в ваших парах первый будет забирать яички. На старт. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Братан, поздравляю тебя. На исходную. На старт. Внимание. Марш. Не бойся, бурный. Ребята всего по два яичка могут тащить вместе с собой. Он мне язык показал, по-моему. Убери, ну что ты стоишь? Она смотрит на меня. Она реально, по-моему, она начинает злиться. Команда слева использовала очень страшный прием. Игра? Они подвинули змею. Не, он здесь, я не могу, он здесь. Уезжай. Он далеко, хватай, пока он далеко. Пока он далеко, хватай, пока он далеко. Я не вижу его лица. Хватай. Блядь. Давай, сука. Последние два яичка кому не достанутся. Илюшка. Давай, Илья, хватай. Быстрее. Еще одного. Бля, он на меня смотрел. Что ж, яички закончились. Несите сюда свои гнездышки, петушки мои любимые. Ой, кажется, кто-то забыл Юре рассказать, что проигравшая команда целует змею. Давайте считать яички. 19, 20, 21. Ребята, вы боялись змею и в итоге окажетесь к ней максимально близко. Поздравляю, это победа, честно говоря. Когда еще бывает шанс у настоящего петушка поцеловать змеюку? Звучит так, что часто бывает такой шанс. Итак, ребята, пришла важная информация. Короче, мы играем второй раунд с тараканами. Нет. Это было не заявлено в сценарии. Ну и чтобы не падали на пол. Странно. Давайте проверим. Вроде ничего страшного. Не понимаю, чего наши петушки петушатся. Это джунгли Клик-Клака. Второй выпуск, второй раунд. Погнали. Поехали. Они все здесь. Просто хватай, но не тяни же. Поехали. А я правильно понимаю, что проигравшая команда будет целовать не только змею, но и таракана? Нет. Тогда постарайся побыстрее. Оп, куда побежал? Нет, нельзя. Нельзя. Ой, Убери его нахер. Давай, хватай. Да погоди. ну я пытаюсь его сбросить. Бля. Как ты думаешь, какая команда победит? Вот это? Поехали. А где вы? Быстрее. Хватай. Бля, тут змея. Второй. Что ж, вот и красные яички закончились. Давайте их считать. Я по их лицам вижу, как будто они знают результат. Ну что ж, проверим. 14, 15, 16.
Что ж, кажется, мы узнали, кому из петушков достанется целовать змеюку и пускать тараканище себе под рубашечку. Кому? Вы целоваться давайте ее, Да. ну, как бы, чтобы- Ей сказали, что целоваться сейчас будет. Конечно, нервничает. Так, ребята, кто из вас хочет поближе познакомиться с Юрой Музыченко? Мне кажется, вот ты. Самый большой, страшный, Блядь, не надо шипящий целоваться. и летающий. Подожди, блядь. Как его называют? Это мадагаскарский истребитель Юр Музыченко. На самом деле, тут единственный хуёвый минус для тебя – это то, что это самец, и все. То есть ты даже целуешь плюс. мужика. Сейчас накинется сосаться. Бля, ну ты И ж не губы, сделал и так. губы будет так вот делать. Можешь очки надеть. Нет, всё. можно, конечно, сделать просто так. Да, сейчас. Это фигня будет, это фигня. Все, сейчас, вот, идет. Ты погладь ее по шее. Два таракана и меньше скучно. Что-то очками-то закрываешься. Погоди. Я тебя держу, потому что ты не сбежал. Илюха, ну что ты делаешь? Я не буду сбегать. Он закрылся очками. Конечно, я верю тебе. Илья, ну Илья, один ну что ты нормальные делаешь? очки, ты губы закрыл Очки полностью. нормально. Один нормальные очки, Илюша. Он же здесь! Просто закрой глаза. Раз, два, три. Не, без счета, давай. Без счета давайте. Самое удивительное, что то, что сейчас происходит, были случаи, когда Ильич еще дольше не мог поцеловаться. Да сейчас. Это ж, блядь, не волк, который загрызет. Просто, я тебе серьезно говорю. Да вы, блядь, подкинете еще 10, я же знаю. Нет, Тебе в первую очередь. у меня тоже ничего нет. А, блин, не заметил. Просто она... Блядь, ты видел эту хуйню? Ладно. Давай. Попробуй губы сантиметров на 20 вытянуть. Все, давай, все. Было. Юра? Как было? Да он не смог бы. Проходи. Да вы чё? Блин, Юр, не писалось. Давай еще. Ну, второй губой нужен. Давай ты зажимать его. Давай. Не, пожалуйста. Ты его убьешь. Музыченко я убью, кого убью? Не знаю, что они боялись. Спасибо, что вы посмотрели, как эти петушки делили свои яички. Надеюсь, вам понравилось, и вы поставите лайк, подпишитесь на канал Клик-Клак, на каналы всех этих сыкунов, на мой тоже и на социальные сети. Ссылки вы найдете в описании. Пока. Ну что, побежали-то? Вы же целовались с ней.